Добро пожаловать, генерал, в General Zeraor. Карта Liquid Gold. Сверху стартует Фарго, генерал Квай, танковая армия Китая. Снизу Big Size, стандартный генерал США. После просмотра пишите комментарии, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь, бейте в колокол. Поддержать выход нового видео донатом можно по ссылкам в описании. Два ярких представителя в General Zeraor сошлись в челлендже до 6 побед. Я симпатизирую обоим бойцам, оба очень сильны, а значит у нас будет интересный бой. Напоминаю, что уже 12 сентября начнется мировая серия и уверен, что данные игроки покажут очень хороший результат. Ну что ж, поехали. У нас карта Liquid Gold. На этой карте достаточно много вышек. И захват этих вышек, конечно же, будет решать в будущем, если игра затянется. Экономическое превосходство над соперником — это одна из решающих особенностей в исходе сражения. Вышек достаточно на карте много. Также есть ресурсные доки, есть коробочки также в центре и есть коробки справа. Есть нефтеперерабатывающий завод, который дает скидку на юниты. Что ж, танкист слева поставил ресурсный центр, две казармы и военный завод. Вот тут как раз таки Фарго и пойдет, по всей видимости, в захваты. В одной из казарм учится захват, во второй, естественно, разбегаются красногвардейцы, которые будут эти вышки захватывать. Ракетчики бегут занимать домики. Направо уходит дозер от Сайза, либо как отвлекающий, либо, скорее всего, давить пехоту. Ну а что же касаемо нижнего бойца, так у него слева сапплай, справа сапплай, казарма, военный завод, электростанция, стандартный достаточно билд для американца. И первый хаммер уже поехал в бой. Там 4 ракетчика, можно попробовать красногвардейцы как раз таки сейчас отменить. Взрываются бочки заранее, захвата еще пока от Фарго нет, но вот на базе уже можно, да, и начинать. Уже вышку отремонтировал, и красногвардеец с лычкой, кстати говоря, уже готовится эту самую вышку захват. Но ракетчика Сайс высадил, работает по гатлингу и даже вполне вероятно, что заберет, то попадает в пробку. Но Сайс решил не рисковать, свой хаммер-то отводит. Справа дозер идет вперед, может попробовать так красногвардейца передавить, но гатлинг даже, наверное, раньше заберет этот самый строитель. Хаммер на получал, отступая. Здесь успел Фарго посадить свою пехоту в здание и захватывает уже вышку на центре. Слева вышка также здесь немного левее захвачена. На базе вышка есть. И справа также вышка под контролем Фарго. Дозер был Сайзу уничтожен. Ракетчик работает по красногвардейцу, но тот успевает уйти. И еще одну вышку Фарго себе-то, я так полагаю, возьмет. Красногвардеец также и справа вышку взял, в домике сидит пехотинец, и гатлинг также здесь дежурит. Справа гатлинг еще один подтягивается, и рядом с нефтеперерабатывающим заводом будет, я так полагаю, сейчас располагаться. Что ж, Фарго в захват вложился хорошо, да, то есть есть у него уже вышки. Ну а Сайс наспамил армию, приехал своими хаммерами при поддержке медички и работает по военному заводу. Военный завод минус. Труповоз также отлетает, остались только красногвардейцы. Минус один из строителей, второй строит пропаганду. Вот он находится левее. Минус гатлинг, я так полагаю. Здесь еще один труповоз высаживается, пехотинцы заранее. Пехоты, кстати, очень много. И пытается здесь Фарго поджать Сайза с нескольких сторон. Но Сайз отступает, успевает уйти. Здание остается у Фарго все меньше и меньше. Ставится второй военный завод. Фарго тем временем заходит справа. Здесь гатлинг, отводятся чинуки. Да, успевает Сайс их отвести. И близко, кстати говоря, подходит уже к оставшемуся строителю, последнему Фарго. И строители все. Больше ничего Фарго не построит. Последний дозер был ликвидирован. Гатлинг минус. Пропаганда также отлетает. Пытается Фарго как-то отбиться на базе. Еще и военный завод вполне возможно сейчас потерять. Хорошо работает Сайс. Потерял медичку, кстати говоря. И можно еще один хаммер-то попробовать забрать. Пехот очень много. И сейчас похоже, что и отлетит последний, единственный сапплай. Все, 3 здания. У Фарго осталось 3 здания. Это электростанция, казарма и военный завод. Камеры продолжают работать. Минус полтраки, пехоты много. И Цемка пытается тут подморозить хаммер, но они оба здесь уходят. И слева хаммер стоит, правда, каленый. Тут дрон на нем, но можно было бы ремонтно заказать, не будь этого. Но выведи просто здесь пехотинцы. Этот дрон сбей и закажи ремонтный. И, соответственно, хаммер-то будет целее, двигаться будет куда быстрее. Но пока что Фарго, точнее Сайс, этого не делает и пытается пробить военный завод Фарго. Единственный, больше у Фарго заводов не будет. Строители уничтожены. Захват слева. Фарго взял еще одну вышку. Справа арт-платформу Фарго захватывает и похоже, что собирается идти в атаку вот этим количеством юнитов. Достаточно много пехоты есть.
ИЦМ танки, есть Гатлинг, и можно пробовать, в принципе, наступать, но есть 5 хаммеров, правда, я думаю, что они... Нет, есть пехотинцы, то есть, ну, есть чем защищаться на базе. Сайз с 2 хаммерами по-прежнему катается на базе у Фарго. Можно пробовать из этого домика уничтожать ракетчика с помощью дракона, и Фарго этим как раз таки и занимается. Минус пехотинец. А танк-рыцарь работает по вышке, но я думаю, что танк-рыцарь должен справиться и с Гатлингом, и с драконом. Хаммеры пока не рискуют подходить, пехота рядом, но Фарго все-таки, да, принимает решение наступать. Но что ему еще в принципе-то остается? Ему остается только спамить с 3 зданий, причем у него один из военных заводов-то единственный, кстати, каленый. Тут работал хаммер с 2 ракетчиками, пробивал, но Фарго отбился, военный завод сохранил. Минус танк-рыцарь. И Фарго уже достаточно близко, а тем временем Сайз работает по электростанции. И у Фарго еще хуже становится ситуация-то. Хаммер забрать надо, отлично, Фарго, но теперь спам им замедляется, всего лишь 2 здания остается у верхнего бойца, но танкист пришел. Танкист пришел к Сайзу на базу. У Сайза последний строитель строит здесь стратегический центр, но мне кажется, что стратег-центр-то надо отменять здесь. Отменять строительство, минус казарма. Минус, кстати говоря, чинуки Гатлинг отработан, надо бить военный завод. Очень большая, на самом деле, армия сейчас у Фарго. Много пехоты, и ЦМ-ка будет прикрывать, плюс Гатлинг здесь работает. Военный завод так что минусуется. Закрывается хаммер в Сайзу. Пехотинцы также минус, но вот плохо, что нет электростанции. Спам замедлился. Вот 2 здания. Это все, что есть сейчас у Фарго. И Фарго идет вперед, а у Сайза есть 3-й ранг, и выходит снайпер. Снайпер, который спасает, мне кажется, сейчас Сайза. А ведь Сайз мог и проиграть в этом сражении. Почему бы нет? Армия-то была хорошая. Еще один снайпер также у Сайза выходит, и вся пехота Фарго, к сожалению, ликвидирована. Такое количество вышек не смогло спасти Фарго от поражения. А поражение уже достаточно близко. Осталось всего лишь 2 здания. Пехотинцев все меньше и меньше. Гатлинг уничтожен, и Фарго сдается. Ну а на сегодня это все. Если вам понравилось данное видео, то пишите комментарий, ставьте лайк, дизлайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алиус General и Generals Zeraur.